Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. Наш Journal Club снова с вами. Меня зовут Дородных Юрий. Я ветеринарный врач-анестезиолог, реаниматолог. И сегодня мы продолжим обозревать публикации, которые вышли в сентябрьском номере журнала Anesthesia et Analgesia. Как всегда, у нас будет 3 статьи, 2 исследования и 1 clinical case. Поехали! Первое исследование, с которого мы начнем, посвящено рекрутмент-маневру, давлению в дыхательных путях и тому, как изменяются у нас дыхательные объемы, включая функциональную остаточную емкость легких, при проведении того самого рекрутмент-маневра. Название статьи звучит как «Аэрация легких и алвеолярные объемы, оцененные при проведении рекрутмент-маневра с 3 типами давления в дыхательных путях у здоровых анестезированных биглей при проведении механической вентиляции легких». И в этой статье прекрасно все, начиная с ее вступительной части. Вступительная часть начинается следующим образом, что у людей и у животных при общей анестезии отмечается снижение функциональной остаточной емкости легких. Мы с вами помним из физиологии, что помимо дыхательных объемов, которые у нас меняются во время респираторного цикла, у нас есть объемы, которые сохраняются в альвеолах и не позволяют им спадаться. Вот один из этих объемов как раз функциональная остаточная емкость. И по ряду исследований, причем достаточно давних, начиная с 90-х годов, функциональная остаточная емкость снижается при проведении общей анестезии и у людей, и у животных. Алвеолярный рекрутмент-маневр используется у собак в конце анестезии для расправления ателектазов и увеличения жизненной емкости легких. Здесь стоит вспомнить, что такое рекрутмент-маневр. Рекрутмент-маневр – это увеличение кратковременное давления в дыхательных путях и расправление коллабированных альвеол. То есть те альвеолы, которые у нас были спавшиеся, которые были нефункциональны, в которых не было газа, за счет высокого давления, которое подает аппарат ИВЛ, расправляются и снова становятся функциональными. Такие методики широко используются в медицине человека, рекрутирование послеоперационное, и также описаны в ветеринарии. Исследования показывают, что необходимое давление для рекрутирования альвеол, для их расправления, это давление 20-40 см водного столба. Однако есть исследования, которые говорят о том, что и меньшее давление достаточно для того, чтобы этот самый рекрутмент-маневр провести. Так, исследования 2021 года АРОСа говорят о том, что давление в 30 см водного столба будет достаточным для рекрутирования альвеол, которые у нас спались в конце операции. Концепция рекрутмент-маневра предполагает, что в конце операции мы увеличиваем давление в дыхательных путях до 20-30 см водного столба при задержке на 15 секунд. Такое высокое давление позволяет альвеолам расправиться. В предыдущих исследованиях было доказано, что у собак встречается ателектазирование при проведении анестезии. Причем независимо от того, было хирургическое вмешательство или его не было. Проблема высоких давлений рекрутирования заключается в том, что есть области легких, есть альвеолы, которым происходит гиперинфляция. Они перерастягиваются. И это может пагубно сказаться на конкретных альвеолах и на респираторной системе в целом. Гипотеза, которую выдвигают исследователи в данной статье, заключается в том, что нет принципиальной разницы в давлениях между 15, 25 и 35 сантиметрами водного столба. Любого из этих давлений должно быть достаточно для того, чтобы рекрутировать спавшиеся альвеолы и улучшить состояние легких пациента, увеличить функциональную остаточную емкость и увеличить жизненную емкость легких. У исследователей было 8 здоровых биглей возрастом 26 плюс-минус 5 месяцев, то есть почти 3-летние собаки, с массой тела от 11,2 до 12 кг. После установки периферического катетера им всем вводился бутерфенол, далее проводилась преоксигенация через лицевую маску в течение 3 минут. Потом следовала индукция пропофолом в дозировке 4-6 мг на килограмм, а дальше инфузия с постоянной скоростью 0,4-0,5 мг на килограмм в минуту. Интубация трубками номер 7-8. После достижения хирургической стадии собакам вводился атракури 0,5 мг на килограмм для обеспечения релаксации и синхронизации пациентов с аппаратом ИВЛ. Инфузионная поддержка рингер-лактат 5 мл на килограмм в час. Начальные настройки вентилятора были следующие. Это была вентиляция в режиме Volume Control, VCV Volume Control Ventilation, с дыхательным объемом 15 мл на килограмм, пипом равным нулю, Zero PIP, ZIP, инспираторной паузой равной нулю, частотой дыхательных движений 15 в минуту, соотношением вдох к выдоху 1 к 2 и концентрацией кислорода 100%, ФиО2 единица.
После того, как была проведена индукция, после того, как собаки начали вентилироваться, их помещали в дорсальное положение, в спинальное положение и вентилировали дальше в таком положении. Мониторинг был стандартный: частота сердечных сокращений, неинвазивное артериальное давление, сатурация, ЭТ-СО2, температура. Также применялся ТОВ-мониторинг для оценки миорелаксации и анализ газов крови. Оценка эффективности рекрутмент-маневра и аэрации с помощью КТ. Мало того, что исследователи с помощью аппарата ИВЛ оценивали просто дыхательные объемы, так они с помощью КТ еще и анализировали, насколько у нас изменяется аэрация тех или других отделов в легких. Итак, дизайн исследования – это проспективное перекрестное рандомизированное экспериментальное исследование. При КТ оценивались области аэрации для каждого из давлений рекрутмента, а также оценивалась общая податливость легких по формуле Total Compliance, общая податливость, конечный инспираторный дыхательный объем минус функциональная остаточная емкость разделить на функциональную остаточную емкость легких. Оценились изменения парциального давления кислорода артериальной крови и парциального давления углекислого газа крови. Оценка трех давлений рекрутмента: 15, 25 и 35 см водного столба соответственно. Рекрутмент для каждого из этих давлений проводился в течение 30 секунд. Общая схема исследования выглядит подобным образом. Начало вентиляции было с теми параметрами, которые мы обсудили с вами ранее. Дыхательный объем 15 мл на килограмм, частота дыхательных движений 15 в минуту, нулевой ПИП, нулевая инспираторная пауза. В течение 30 минут собаки вентилировались с данными характеристиками, а после проводили первый рекрутмент-маневр. Первый рекрутмент-маневр включал в себя использование давления 15 см водного столба с задержкой 30 секунд. В это время у пациента оценивали анализ газов крови, проводили ему КТ и оценивали респираторные параметры аппарата. После того, как первый рекрутмент был выполнен, продолжалась вентиляция с предыдущими характеристиками в течение 15 минут. Далее проводился следующий рекрутмент-маневр с более высоким давлением. Это у нас уже 25 см водного столба. Также оценивались все показатели. Оценивался анализ газов крови, проводилось КТ-исследование грудной клетки и все респираторные параметры, которые давал нам аппарат. Дальше опять наступала пауза. В течение 15 минут пациент дышал с изначальными базовыми настройками. Потом проводился третий рекрутмент-маневр с давлением 35 см водного столба и с оценкой все тех же параметров. Как у нас изменяются дыхательные объемы, как у нас изменяется аэрация легких, как у нас изменяются концентрации газов в крови. Статистика, которая применялась в исследовании. Оценка двухвыборочного Т-критерия показала достаточность 8 собак для подобного исследования. Мы привыкли, что нам хочется больше собак, да, чтобы получить какую-то большую статистическую достоверность, но статистика работает так не всегда. И в данном случае при планировании дизайна оказалось, что 8 собак будет достаточно для того, чтобы мы получили статистически значимую разницу. Критерий Шапира-Вилка использовался для оценки нормального распределения. P-критерий во всех случаях был менее 0,05. Какие мы получили результаты? Средний функциональный объем был равен 503 плюс-минус 80 мл или 45 плюс-минус 5 мл на килограмм. Если мы посмотрим в таблицу, то у нас увеличиваются все показатели для каждого давления рекрутмента. Так у нас увеличивается дыхательный объем, так у нас увеличивается общий объем легких, и также у нас увеличивается общая растяжимость. То, о чем мы с вами говорили, что хотели оценить исследователи. И если при давлении рекрутмента 15 см водного столба у нас общая растяжимость не превышает 100%, то дальше при давлении 25 и 35 см водного столба мы видим, что общая растяжимость становится более 100%. Это говорит нам о том, что происходит гиперинфляция легких, то есть их перерастяжение. А перерастяжение для легких, мы знаем, это плохо. Это условие для формирования повреждения альвеолярной капиллярной мембраны и в дальнейшем может стать одним из факторов развития ОРДС. Более того, были еще также показаны интересные результаты по распределению той самой гиперинфляции. Напомню, собаки находятся в дорсальном положении, они лежат на спине, и, соответственно, более перфузируемые участки легких у них находятся ближе к поверхности стола, да, действует гравитация, силы тяжести. В то время как выше лежащие отделы имеют лучшую аэрацию.
нежели перфузию. И это видно по результатам исследования по таблице. Если мы посмотрим, светло-серые зоны на графиках – это зоны с гиповентиляцией, гипоаэрацией. Серые – это норма, а черные – это гипераэрация, то есть перерастянутые альвеолы. Если мы посмотрим при отсутствии ПИПа, да, при отсутствии рекрутмент маневра на картинке А, мы видим, что у нас не очень большой процент перерастянутых альвеол, но при этом не очень большой процент и альвеол гипоаэрируемых. Но если мы будем смотреть дальше по этим картинкам по мере увеличения давления рекрутмента, мы видим, что область неаэрируемая у нас становится все меньше и меньше, практически исчезает. Но область гиперинфляции, область растягивающихся альвеол, перерастянутых альвеол у нас становится больше. Причем сначала в вентральных отделах, которые у нас в данный момент лежат выше, потому что пациент на спине, а потом уже и в дорсальных тоже. То есть легкие перерастягиваются. По результатам КТ мы можем наблюдать вот такую вот картину. Цвет означает следующее. В конце выдоха, в отсутствии ПИПа и в отсутствии рекрутирования мы видим, что у нас есть красная зона. Красная зона – это как раз зона гипоаэрации, тех отделов, где у нас аэрации не происходит. Зеленая – это нормоаэрируемые отделы, а голубое – это гипераэрируемые отделы, отделы перерастянутые. И мы видим, как по мере увеличения давления рекрутмента у нас изменяется соотношение этих отделов. При давлении 15 см водного столба мы видим, что у нас уже нет неаэрируемых альвеол, но при этом уже появляются гипераэрируемые. Дальше мы видим, насколько у нас начинает преобладать голубой цвет при давлении 25 и 35 см водного столба. Это говорит о том, что легкие перерастянуты, да, что у нас есть гипераэрация. Дальше в статье идет обсуждение тех результатов, которые авторы получили. Во-первых, что можно сказать, да, что при нулевом ПИПе и пиковом давлении 15 см водного столба неаэрируемые области есть, но их меньше. Да. Вот. Гипераэрируемые области растут пропорционально увеличению давления рекрутмента. Гиперинфляция легких может привести к их вторичному повреждению. Если у нас альвеола перерастянется, она повредится. Общая анестезия приводит к снижению легочных объемов за счет изменения респираторной механики, неоптимального газообмена, снижения тонуса мускулатуры, но также и из-за других факторов, таких как концентрация кислорода. Все эти данные описаны в предыдущих исследованиях, описано неплохо влияние всех этих факторов на дыхательные объемы и на формирование ателектаза в послеоперационный период. Но здесь стоит остановиться поподробнее на исследовании Стефери 2007 года. Исследование заключалось в том, что всем собакам, которые подвергались хирургическому вмешательству, после операции проводили КТ грудной клетки и оценивали как раз область аэрации и деаэрации легких. Причем было две группы этих собак. Одни собаки получали кислород в концентрации 100%, другие в концентрации 40%. И разница была достаточно высока. При концентрации кислорода в 100% до 12% легочных объемов были ателектазированы, были гипоаэрируемы. В то время как при концентрации кислорода 0,4%, при концентрации кислорода 40%, количество неаэрируемых альвеол было меньше и составляло всего лишь 2,5%. Здесь надо понимать, на что это исследование ссылается. Мы знаем, что кислород, если его вдыхать в концентрации 100%, может приводить к формированию сорбционных ателектазов. То есть кислород из альвеолы полностью и быстро диффундирует через аллеро-капиллярную мембрану, заставляя альвеолу схлопнуться. Таким образом, гипотеза предполагает, что 100% кислород приводит к формированию ателектазов. И это одно из исследований, которое это доказывает. Если мы посмотрим на графики, мы увидим, что при вдыхании высоких концентраций кислорода 100% у нас становится гораздо больше плохо аэрируемых альвеол и не аэрируемых альвеол. Это черные точки. В то время как белые при концентрации 40% кислорода имеют меньше процент неаэрируемых и плохо аэрируемых альвеол. Итак, значит, кислород может приводить к формированию сорбционных ателектазов. Но насколько это значимо? Мы видим с вами, что при нулевом ПИПе и при пиковом давлении 15 см водного столба
количество неаэрируемых альвеол составляет менее 1%. Да? При том, что пациент, напомню, дышал 100% кислородом. Все эти собаки в исследовании дышали 100% кислородом. И исследователи задают вполне себе понятный вопрос, что ФиО2, возможно, не является ведущим механизмом формирования ателектазов. Да, сорбционные ателектазы описаны, да, они существуют, но концентрация кислорода может быть не ведущим механизмом формирования этих ателектазов. При хирургическом вмешательстве, когда мы оперируем пациентов, существует множество других факторов, которые сложно оценить. Например, изменение интраабдоминального давления, давление на диафрагму, хирургом, например, во время операции. Все это тоже может повлиять на количество неаэрируемых альвеол. При давлении рекрутмента 15 см водного столба объем для того, чтобы рекрутировать альвеолы, становится достаточным. И дальнейшее повышение этого давления у здоровых собак во время анестезии может приводить к гиперинфляции альвеол и их вторичному повреждению. Рекрутмент-маневр должен проводиться у пациентов с адекватным ПИП. К сожалению, авторы исследований не говорят о том, какой это должен ПИП быть, насколько он должен быть адекватен. Дальше исследователи говорят про ограничения исследования. Во-первых, популяция собак ограничена. 8 собак — это хорошо, они статистически значимую разницу получили, но этого недостаточно и, возможно, требуются дальнейшие исследования. Также важным ограничением исследования является отсутствие хирургического вмешательства, поскольку хирургическое вмешательство имеет также много факторов, которые могут провоцировать развитие ателектазов. Данные не могут быть экстраполированы на иные породы, положение тела, иной патогенез и наличие хирургического вмешательства. Об этом мы с вами уже поговорили. Не оценены эффекты повышения давления в дыхательных путях на гемодинамику. Но мы с вами понимаем, что если у нас растет среднее давление в дыхательных путях, у нас растет внутригрудное давление, это может влиять на венозный возврат. И нет рандомизации в этом исследовании. Да, то есть пациенты не были разделены по группам, не было исследование никоим образом ослеплено, а это определенное ограничение. Хотя качество исследования данного абсолютно безупречно, да, оно прекрасно. Здесь все. Возникает два вопроса. Первый, насколько все-таки стоит проводить рекрутмент всем подряд, потому что сами исследователи отмечают, что количество невентилируемых альвеол менее 1%. Второй вопрос, насколько все-таки стоит бояться высоких концентраций кислорода. Скорее мы будем по-прежнему продолжать их опасаться, и если у нас есть возможность снижать концентрацию кислорода за счет изменения соотношения потока кислорода и воздуха на наркозном аппарате, то, наверное, стоит пока что это делать, пока у нас не появится каких-то дополнительных исследований. Следующая статья. Это тоже исследование влияния тразодона гидрохлорида ПРОС в дооперационный период на индукционную дозу пропофола. Тразодон стал популярен в России и не только. Есть ветеринарные формы тразодона. Мы знаем, что это антидепрессант, который может быть полезен в нашей практике. В введении к статье говорится следующее, что тразодон гидрохлорид — ингибитор обратного захвата серотонина, который применяется у людей при тревожности и нарушении сна. Используется в ветеринарии у собак при тревожности и фобиях. Есть данные исследования 2008 года. При госпитализации снижает уровень стресса и облегчает постоперационный период. Те, кто пользуется тразодоном, мне кажется, согласятся, что он действительно так может работать. У кошек однократное применение снижает стресс при транспортировке и стресс при осмотре. У собак подобные эффекты не доказаны. В медицине человека индукционные дозы пропофола выше у пациентов с высоким уровнем стресса. Если пациент сильно нервничает, у него нервная система находится в стадии возбуждения, то, возможно, действительно ему требуется больше каких-то седатиков, анксиолитиков, чтобы этот эффект снизить, чтобы добиться желаемого эффекта от наших седативных препаратов. Авторы выдвигают две гипотезы. Первая, что тразодон за 2 часа до индукции может изменять потребность в индукционной дозе пропофола. Второе, что индукционная доза не будет уменьшаться у собак без использования тразодона. Это ретроспективное перекрестное случай-контроль исследование. Собаки поступали в клинику Королевской ветеринарной школы для проведения лучевой терапии.
и были ретроспективно оценены их истории болезни. Стандартный носологический протокол включал в себя установку внутривенного катетера 20 гейдж, премедикация альфентанилом 10 микрограмм на килограмм внутривенно и атропином 12 микрограмм на килограмм, индукция пропофолом, интубация трахеи и поддержание севофлюраном при концентрации кислорода 100%. Механическая вентиляция легких до значения нормы капни. Первая фаза исследования включала в себя дозу тразодона от 2,9 до 7,3 мг на килограмм. Напомню, исследование ретроспективное, поэтому была проведена выборка из истории болезни пациентов, которые получали тразодон за 2 часа до поступления в клинику. И доза была достаточно разнообразна, потому что применялась на усмотрение врача. От 2,9 до 7,3 мг на килограмм. Препарат давали владельцы за 2 часа до приема. 15 собак были включены в это исследование. Все собаки, получавшие тразодон, были идентифицированы и включены. После индукции доза пропофола фиксировалась в истории болезни. Было выделено две группы, буква Т и буква НТ, тразодон и нотразодон. Оценилась средняя доза пропофола для каждой группы. Во вторую фазу исследования была проведена повторная радиотерапия всем собакам из первой группы, которые не получали тразодон. Создание двух групп С1, которые ранее получали пропофол, это собаки из первой фазы, и С2, собаки, которые не получали пропофол ранее. Напомню, идея была в том, чтобы оценить, насколько тразодон оказывает кумулятивное действие, будет ли разница, и насколько предыдущее использование пропофола влияет на его дозировку. Ни одна собака не получала тразодон. Оценка медианной индукционной дозы пропофола. Это описательная статья, данные описательные. P-критерий определен как 0,005. Какие же были получены результаты? Средняя доза тразодона в группе тразодона была 4,8 мг на килограмм. Была выявлена корреляция с тразодоном и разница между группами. Для собак, которые получали тразодон, индукционная доза пропофола равнялась в среднем 2 мг на килограмм. Для собак, которые не получали тразодон, средняя доза равнялась 3,3 мг на килограмм. P 0,003, то есть статистические разницы достаточно достоверные. При дозе тразодона 1,2 мг на килограмм было отмечено снижение потребности в пропофоле на 25%. Однако здесь нет статистически достоверной разницы. Критерий P 0,376. Статистически это недостоверно. Если мы посмотрим на график, мы видим, что в группе без тразодона потребность в пропофоле была действительно выше. Во вторую фазу исследования при сравнении групп С1 и С2 разницы выявлено не было. То есть концентрация пропофола, необходимая для индукции в обеих группах, была одинаковая. Если мы посмотрим на графики, да, мы видим, что действительно статистической разницы нет, и группы очень похожи. Осложнения, которые были отмечены, это дисфория у одной собаки после приема тразодона, рвота и диарея после приема тразодона у одной из собак и умеренная седация, которая была отмечена владельцами. Дальше идет обсуждение, и выводы можно сделать следующие, что тразодон может быть полезен у собак в предоперационном периоде для снижения уровня стресса и снижения индукционной дозы пропофола. Косвенно гипотеза 1 подтверждается гипотезой 2. Собаки, которые не получали тразодон, имеют такую же потребность в пропофоле, как и обычные собаки, ранее его не получавшие. В медицине человека было предложено использовать тразодон у пациентов с толерантностью к пропофолу, чтобы с этой толерантностью справиться. Исследование 2004 года. Вторая стадия исследования показала отсутствие перекрестной толерантности или привыкания к пропофолу. Похожие результаты были получены при исследовании тразодона и изофлюрана. МАК снижался на 17, плюс-минус 12% по исследованиям Хоффмана 2018 года. Ну и третье исследование, о котором мы с вами сейчас поговорим, это clinical case. И это clinical case у крупного животного, это лошадь. Клиническая эффективность билатерального Erector Spine Plane Block под УЗИ навигации при остеотомии остистых отростков у лошади в стоячем положении. Вот так вот выглядит лошадь, о которой пойдет речь. Это не она конкретно, но это та же самая порода. Итак, что описано в начале статьи? Erector Spine Plane Block под УЗИ навигации описан как эффективный метод контроля интраоперационной боли в
хирургии торакальной, поясничной и абдоминальной области позвоночника. Эффективен как в медицине человека, так и в ветеринарной медицине. Ряд исследований это уже подтверждают. Ну и в принципе в ветеринарии собак и кошек Erector Spine Plane Block это уже достаточно рутинная вещь. УЗИ-ориентиры для проведения Erector Spine Plane Block были описаны на кадаврах лошадей после проведения блока и оценки распространения анестетика при инъекции в области Т-16. Исследование 2021 года Баутиста. Ранее встречаются публикации об эффективности блока у лошадей при остеотомии и десмотомии. Исследование 2022 года. В данном кейсе описывается применение Erector Spine Plane блока как компонента анальгезии при хирургическом лечении перелома остистых отростков при стоячей иммобилизации. Итак, что случилось? В клинику крупных животных университета Флориды был доставлен американский Quarter Horse, та самая лошадь, которая была на фотографии, возрастом 4,5 года и массой 556 килограмм. Жалобы при поступлении были на лацерацию в области грудопоясничного отдела позвоночника. При поступлении отмечалась фибрильная лихорадка 39,5, ЧСС 64 в минуту и ЧДД 28 в минуту. По клиническому анализу крови был выявлен лейкоцитоз 28 тысяч с незначительным палочковидным сдвигом. При осмотре был выражен рефлекс паникулюса, причем за пределами области лацерации. Вероятно, это было связано с гиперальгезией, аллодинией и уже развившимся синдромом хронической боли. Из анамнеза неясно, была ли травма и когда она была получена. При рентгене были выявлены переломы остистых отростков на уровне L1, L3. УЗИ грудной полости показал единичные Б-линии справа, консолидацию слева в четвертом межреберье. Начало лечения заключалось в том, что стали применять антибиотики и НПВС и провели санацию раны. Прокаин, пенициллин G, 22 тысячи международных единиц на килограмм, гентамицин и флуниксин. Хирургический этап стал проводиться спустя сутки после лацерации. Была выполнена стоячая иммобилизация ксилазином гидрохлоридом 0,5 мг на килограмм и подготовка оперполя на уровне от 18 грудного по 6 поясничные позвонки. Напомню, что такое Erector Spine Plane Block. Это прекрасно описано в руководстве по регионарной анестезии Пабло Атера и Диего Портелло. Erector Spine Plane Block – это блок, который позволяет нам обезболить область спины в зависимости от того уровня, на котором мы его выполним. Корешки спинного мозга дают нам две ветки. Они дают нам вентральную ветку и дорсальную ветку. Дорсальная ветка, в свою очередь, делится еще на две. Это латеральная ветвь и медиальная ветвь. Латеральная ветвь проходит под длиннейшей мышцей спины. И как раз под длиннейшей мышцей спины у нас есть тот самый фасциальный план, который называется Erector Spine Plane. Да? На иллюстрации вы это видите. Звездочка – это как раз тот самый Erector Spine Plane. На УЗИ это будет выглядеть подобным образом. Мы видим тени поперечных отростков и видим большой комплекс мышц, вот это вот длиннейшая мышца спины. И видим иглу, которая заходит как раз в тот самый план, о котором мы говорим. Итак, продолжаем. Как это было все сделано у лошади? Как мы говорили выше, это стоячая иммобилизация ксилазином, подготовка оперполя на уровне Т18Л6 и дальше под УЗИ-контролем визуализация того места, куда будет проведена пункция для проведения этого блока. Область 5 см парасагитальна в области 18 ребра с ориентацией датчика краниокаудально, то есть метка идет к голове пациента. Место вкола иглы на уровне L2 было инфильтровано лидокаином 2% в дозировке 100 мг суммарно на всю лошадь. После локализации иглы под УЗИ-контролем введен бупивакаин 0,25% 0,1 мл на килограмм плюс дексметамидин 1 микрограмм на миллилитр раствора бупивакаина и повтор с другой стороны. Использование смеси бупивакаина с дексметамидином это достаточно уже тоже рутинная история. Дексметамидин способен пролонгировать эффекты местных анестетиков, поэтому здесь это было применено. Далее авторы clinical кейса приводят нам иллюстрацию того, как это выглядело у этой лошади. Мы видим поясничные позвонки, да, мы видим
тени поясничных отростков, мы видим длиннейшую мышцу поясницы и видим, как у нас ходит игла. Соответственно, то же самое, что описано у собак, то же самое, что описано у кошек. Мы находим erector spine plane и вводим туда иглу. Что было в течение операции? Спустя 15 минут исчезает рефлекс паникулюса. То есть блок был эффективен. Дополнительная индукция включала в себя детамидин-гидрохлорид 10 микрограмм на килограмм, далее ИПС, бутерфанол-тартрат 10 мг на килограмм, далее ИПС внутривенно. Эмболизация оставалась стоячей, пациента оперировали в положении стоя. В течение процедуры не отмечалось потребности в экстренной анальгезии. То есть блок, который задумывался как основной анальгетик, сработал удачно. При ревизии операционной раны были выявлены инородные тела, множественные отломки остистых отростков и некроз длиннейшей мышцы спины. К сожалению, учитывая, что прогноз в этом случае у лошади был осторожный, да, надо понимать, что лошадь это так или иначе рабочее животное, прогноз на восстановление был осторожный, владелец предпочел эвтаназию. Выводы исследователи делают следующие. Комбинация erector spine plane block бупивакаин плюс дексамидетамидин совместно с индукцией диметамидином и бутерфанолом эффективна при остеотомии остистых отростков у лошади в положении стоя. Необходимы проспективные исследования для полной оценки метода у лошадей. Пока что это либо кадавренные исследования, либо такие вот отдельные clinical кейсы. Что касается других исследований, ранее они сообщали о распространении анестетика при erector spine plane блоке в эпидуральное пространство. Однако моторный блок при этом не отмечался. Необходимы дальнейшие кадавренные исследования для определения локализации нервных ветвей, которые дает нам дорсальная ветка корешка спинного мозга. На этом все. Спасибо за внимание. Через неделю мы вернемся с новыми статьями из этого журнала, а в дальнейшем начнем обозревать еще и новые журналы, о которых мы уже с вами говорили в первом видео. Всем пока!